Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. А в этом уроке мы с вами разберемся с обычными цифрами, которые встречаются абсолютно во всех шрифтах. Как рисовать цифры, я думаю, вопросов у вас возникнуть не должно. По большому счету они рисуются как и все остальные символы. Отличие только в том, что у них немножко отличаются пропорции и толщины. Это нужно учесть, потому что цифры используются и с прописными буквами, и со строчными. Когда я их рисую, я обычно делаю среднее значение по толщине стемов, вертикали и так далее, потому что если сделать толщину стемов как в прописных буквах, то с строчными буквами они будут очень сильно чернить и выделяться. И, соответственно, наоборот, если мы сделаем такую же толщину штрихов, как и у строчных букв, то с прописными смотреться они будут сильно легче, сильно заметно отличаться, они будут между собой, скажем так. Поэтому нужно учесть этот нюанс при создании цифр. Цифры, к которым мы привыкли, которые вы можете встретить почти во всех шрифтах, это вот такие обычные по высоте прописных букв. Их еще называют маюскульными. Здесь, в принципе, сложного ничего нету. Вот у нас есть образец, как их нарисовать по толщине. Это мы все с вами тоже обговорили, что, в принципе, они должны быть чуть меньше. Поэтому я не буду особо рассказывать, как их рисовать, просто добавлю сразу их в наш шрифт. Вы наверняка обращали внимание, что девятка в шрифтах – это зачастую перевернутая шестерка. Это не всегда так, потому что они могут немножко отличаться по форме. Но в большинстве случаев это так, если мы говорим про обычные вот такие прописного размера цифры. Поэтому что мы в таком случае делаем? Мы создаем ячейку цифры 9, заходим сюда и добавляем компонентом цифру 6 сразу во все мастера. Теперь что мы можем сделать? Перевернуть ее и отзеркалить на 180 градусов и приподнять ее, чтобы она у нас стояла на базовой линии, в отличие от шестерки, которая находится чуть-чуть ниже, но упирается в высоту прописных, а в девятке все наоборот. Делать это для одного слоя не очень удобно, поэтому мы можем сделать это немножко автоматически. Поэтому возвращаю все как было. И теперь нам понадобятся экшены. Открываем экшены. И здесь у нас есть возможность перевернуть на 180. Выбираем вот это значение, чтобы он переворачивал вокруг своей оси. И выбираем здесь 180. Для всех мастеров и выбранных глифов. Жмем Run. Цифра у нас перевернулась. Причем перевернулась идеально и сразу стоит на базовой линии. Потому что, потому что все у нас удачно здесь получилось. Как альтернатива, если вдруг у нас не сместилась вверх, в отличие от того, что у нас получилось здесь, находясь на базовой линии. Допустим, у нас она перевернулась на 180 градусов, но она находится вот здесь. Что мы в этом случае можем сделать? Мы можем точно так же ее приподнять для всех мастеров. И делается это так. Выбираем Edit, сравнение всех передвижений. И после того, как мы можем посмотреть на курсор, у нас теперь добавились две такие полоски. Если мы его поднимем вверх на 10 юнитов, то они у нас все во всех слоях изменятся. Но вот если мы сейчас сравним, здесь у нас ничего не поменялось, хотя по идее я же вот это приподнял на 10 юнитов, значит и здесь должно на 10 юнитов было выше подняться. Этого не произошло. Почему? Потому что мы уже с вами это разбирали, нужно сначала включить все мастера, и только после этого, когда мы подвинем один мастер и элемент в нем, в другом тоже это все изменится. Это на случай, если у вас что-то там не произошло. Обязательно нужно выделять. С зажатым альтом я нажимаю на глазик, у нас отключаются все мастера, и я отключаю эту функцию, потому что часто я ей не пользуюсь, она может случайно передвинуть то, что не нужно двигать. Понятное дело, что такие манипуляции требуют от нас много каких-то действий, это достаточно скучно, неудобно, мы можем это все автоматизировать. Если нам нужно скопировать компонент в другую ячейку глифа без каких-либо дополнительных изменений, мы можем это сделать через автолейер. Мы с вами это уже делали, поэтому попробуем сделать здесь то же самое, только с девяткой. Я ее удаляю и создаю новую ячейку. Она у меня автоматически не добавилась, потому что я не помню, включены ли у меня автоматически добавление компонентов или нет, но это не столь важно. Теперь переходим к панели Layer Reset Master и в поле для добавления рецепта прописываем то, что нам нужно. Нам не обязательно смотреть это все непосредственно в окне этого глифа, достаточно и Font Master. И здесь нужно понимать, включена у нас операция с сравнения всех манипуляций или нет. Если вот у вас эта галочка Match Edits включена, то то, что мы будем делать на одном слое Bold, будет распространяться на все остальные. В принципе, мне это удобно, мне это устраивает, но если вдруг у вас это отключено и вам нужно просто скопировать, вы можете использовать это с альтом. Ну, допустим, я сейчас вот это вот все отключу
Для этого мне нужно зайти в какой-нибудь глиф. Теперь я могу ее выключить. Вот здесь я теперь прописываю рецепт. Пишу название глифа 6. Но ничего не произошло, потому что нам нужно его включить. Я его включаю, и он у меня добавился. Мы увидели вот такую иконку синюю конструктора. Это говорит нам о том, что это автолейер. Идем дальше. Шестерка — это не то же самое, что девятка. Можем, кстати, их в принципе открыть вместе, чтобы видеть сразу вживую все изменения. Нам нужно ее перевернуть. Для этого есть соответствующие команды. Мы можем сказать FontLab: возьми эту цифру, переверни ее на 180 градусов. Но это не совсем здесь так работает. Здесь можно ее отразить по x координатам и по y координатам. Для этого нам нужно написать выражение. Равно, пишем символ собака, кликаем, ничего не меняется. Теперь можем сделать вот что. Допустим, я могу задать здесь координаты 0, 0 через запятую. Это говорит FontLab: возьми и расположи ее на высоте 0 и на высоте, упрись в 0 координату и расположи на горизонтальной координате 0. Если мы возьмем и заменим эти, или даже вот что сделаем, мы допишем сюда тильду, нажмем Enter, что произошло? Она у нас отзеркалилась, это уже хорошо. Теперь это у нас координата x, а теперь сделаем то же самое по координате y. Вот она у нас перевернулась, но она у нас теперь приклеилась вот сюда. Это не то, что нам нужно. Поэтому если мы уберем отсюда цифру, скорее всего вот тут надо убрать ее. Да, она у нас сместилась, примерно стандартное какое-то положение, такое же, как и в цифре 6. И здесь тоже мы можем убрать нолик. Но тогда у нас опустится в самый низ. Это не очень удобно. Поэтому нолик все-таки здесь мы оставляем, чтобы он стоял на базовой линии на высоте 0. А с левой части трогать нам его не нужно. Поэтому что мы можем здесь сделать? В принципе, все. Мы все здесь сделали. Единственное, нужно прописать теперь метрики. Но еще нужно на другие слои это все добавить. Если я сейчас отключу и включу снова, особо ничего не поменяется. Но если я отключу и с зажатым альтом включу, то у меня вот это выражение скопируется на все вот эти мастера. Проверяем. Все работает. Причем метрики он берет из цифры 6. Но не совсем те, которые нам нужны. Он берет левый опрос к левому опрошу, правый к правому. Нам нужно сделать, чтобы это происходило зеркально, потому что если вдруг мы здесь сделаем потом поменьше, то у нас здесь тоже будет поменьше. Это не то, что нам нужно. Поэтому что я делаю? Я вот здесь пишу равно. Если я здесь напишу просто six, то особо ничего не поменяется. Но я могу написать теперь равно и вертикальный бар. И тоже здесь ничего не поменялось. Но теперь, если я вот здесь поставлю, допустим, умножить на 2, просто для сравнения, что правая сторона у меня будет больше, то мы увидим, что у нас левая сторона стала больше. Хотя, по идее, она, если мы сделаем вот так, если мы вот так выпишем здесь только равнение полуопрошей по цифре 6, то, видите, теперь у меня правая сторона цифры 9 больше, чем левая. Это не то, что нам нужно, поэтому возвращаем все как было. И все у нас работает. А здесь теперь мы можем это убрать. Ну и, соответственно, вот здесь, если мы зажимаем Alt, у нас все включается, и также с Alt все выключается, но если здесь включена у меня функция сравнения всех изменений, Match Edits, то теперь мне достаточно без зажатого Alt нажать, и все у меня включилось здесь. То есть он по умолчанию делает это все на всех мастерах. Но если я зажму Alt теперь, то делать он будет только по текущему. То есть у нас поведение кнопки автолейера зеркалится, то есть наоборот все происходит. Поэтому здесь я сейчас жму, добавляю все во все мастера, метрики у меня настроены, мне их нужно скопировать во все слои. Проверяем. Все скопировалось. Теперь помечаем его голубым цветом. В принципе, у нас цифра готова, но перед экспортом нам нужно будет ее обязательно разобрать, это мы тоже с вами сделаем.
На сайте Hofler и компания у нас есть презентация шрифта под названием цифры. Ну, я так понимаю, он так называется, но идея этого всего в том, что здесь у нас есть возможность переключать разные способы отображения, разные стили написания цифр в нашем шрифте. И в целом это может быть очень полезно и очень удобно, когда вы не знаете, какую именно цифру вам использовать конкретно в вашем шрифте. Может быть, на самом деле вам использовать несколько разных вариантов, просто сделать их с разными настройками фич, которые будут переключать. Ну, в общем, здесь у нас представлены презентации разных вариантов фич, которые, ну, во-первых, здесь у нас показаны разные варианты стандартных цифр. Это вот пропорциональные цифры. Здесь у нас идет табулярные цифры, которые имеют одинаковую ширину каждого символа. И дальше у нас есть дроби в разных видах. Можно посмотреть, что в некоторых случаях можно даже нарисовать без вот такого бара, ну, слэша точнее. Вот. А можно, например, дроби нарисовать вертикально, можно нарисовать как-то иначе. Ну, то есть здесь разные примеры у нас представлены. Здесь показаны также различные индексы, верхние и нижние. Дальше есть хорошая демонстрация цветных шрифтов, но точнее не цветных шрифтов, а разные варианты наслоения контуров. То есть мы можем сделать вот такой обычный вариант цифр, можем сделать так, чтобы они были только в виде контура, можем это дело все вместе совместить в разных цветах и можем сделать обратный эффект. То есть это 4 разных, скорее всего, файла, которые мы в Photoshop или где-нибудь можем друг на друга наложить, задать им разные свойства цвета, и у нас получается вот такой результат. Но в принципе это можно делать внутри одного шрифта, используя, например, SVG варианты наших файлов шрифта. Вот дальше здесь у нас есть пример, как изменяется символ номера. То есть это либо обычный вот такой вариант решетки, либо номер. Дальше у нас пример, как можно модифицировать цифру 1. Вот здесь и вот здесь меняются разные варианты. Ну, в общем, белое, оно у нас меняется, а это оригинальный пример. Смотрим сюда. Вот то же самое. Разные варианты цифр, разные варианты троек. Это все тоже можно добавить в шрифт в виде OpenType фич, альтернатив и так далее. Здесь в данном случае это сеты. Вот, например, варианты разные stencil шрифтов. То есть можем переключаться между ними. Дальше что у нас здесь есть? Видимо, это у нас узкие варианты цифр внутри одной ячейки, что в целом тоже интересно. Так, здесь альтернативы. Вот, например, альтернативные версии цифр, у которых сверху и снизу полоски, чтобы можно было из них делать полноценную такую табличку. В принципе, это тоже можно все сделать. Дальше, что у нас здесь? Варианты иксов, вот варианты дробей. А здесь у нас просто представлены кейс-версии нашего двоеточия, которые в зависимости от того, какие цифры, точнее, какие символы мы набираем, они поднимаются выше. Только здесь они включаются в виде сета, а мы можем это закодить в виде фичи, которая при наборе цифр сама поднимает вверх наш символ. Это тоже мы с вами будем разбирать потом. Ну и здесь просто представлены уже различные варианты стрелок и прочих всех штук, которые у нас встречаются в шрифтах. Опять же, вот интересные примеры, как это дело можно разнообразить и сделать различные таблички. Штука тоже безумно интересная. Это, конечно, потребует от вас дополнительного времени, чтобы нарисовать так все универсально, подобрать соответствующие фичи, если требуется, но тем не менее, так можно разнообразить наш шрифт. Дальше что у нас здесь? Различные варианты керлинга, но это уже нас мало интересует. Здесь в данном случае нас интересует, как именно можно модифицировать наши цифры, добавлять альтернативу, чтобы наш шрифт был более разнообразный. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе
ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.